Я не гинеколог. Я прежде всего врач-психотерапевт, невролог, остеопат и репродуктивный психолог. А еще мне очень нравятся натуропатические методы восстановления здоровья, потому что я вижу на своем опыте, на опыте многих женщин, вижу подтверждение, что они работают. Но сегодня разговор не обо мне, а о вас. Сегодня я поговорю с вами откровенно, как врач и как мужчина, на одной из самых сложных и мифологизированных тем гинекологии о гормональной терапии. В этом видео я поделюсь с вами теми знаниями, которые, я надеюсь, станут для вас, многих из вас, компасом в мире всей противоречивой информации. И эти знания помогут вам принимать осознанные решения о самом дорогом, что у вас есть. О вашем здоровье, о вашей плодности, о вашей возможности быть молодой, здоровой и менструирующей как можно дольше. Я уверен, вы сможете реализовать свои мечты и возможности, которые дает нам жизнь. Поэтому посмотрите это видео до конца. Оно очень важное для вас, особенно сейчас, в это интересное и противоречивое время. В своей практике я каждый день вижу женщин, растерянных, напуганных, обессиленных. Одним назначили гормоны просто так, для восстановления цикла. Но вы же понимаете, что это восстановление в кавычках. Другим назначили контрацептивы, чтобы забеременеть. Вдумайтесь в это слово. Третьим, чтобы миома не росла, хотя эти препараты вызывают еще больший рост миоматозных узлов. Четвертым, чтобы яичники отдохнули. Мне интересно, а почки тоже отдыхают? Печень отдыхает, желудок, кишечник. Сердце, наверное, тоже отдыхает. Нет? Получается, единственный орган, который у вас может отдыхать, это яичники. Ну, согласитесь, странно. Другим назначили, чтобы подрастить фолликулы, другим, чтобы яичники заработали, в кавычках заработали, и прочее, прочее, прочее. Назначений тысячи. И часто за этими назначениями нет четкого понимания, а что, собственно, мы лечим. Гормоны – это не витаминки, которые можно попить для профилактики. Поймите, это мощнейший инструмент, который можно сравнить со скальпелем хирурга. В умелых руках он творит чудеса и спасает жизни. Но если использовать его бездумно, можно нанести серьезный вред своему организму. Моя цель сегодня ни в коем случае не запугать вас, а вооружить, дать вам информацию, которая благодаря вашему вниманию, намерению и осознанности трансформируется в знания, и далее эти знания станут для вас инструментами, с помощью которых вы будете формировать свою здоровую и осознанную жизнь. Вооружить вас знаниями, которые позволят вам вести с вашим врачом, который хочет посадить вас на гормоны, диалог на равных, понимать, что происходит в вашем организме, и отличать грамотное лечение от устаревших, порой даже опасных схем. Давайте вместе пройдемся по 3 очень частым ситуациям, с которыми ко мне на консультации, на онлайн-консультации приходят пациентки. Давайте начнем с очень распространенной проблемы – миома матки. Кстати, ненамного отвлекусь и скажу, у меня есть мастер-класс, проходя который большинство женщин останавливают рост миом, больших и маленьких. У некоторых на УЗИ видят чистую здоровую матку без узлов после прохождения мастер-класса. Если он вам нужен, напишите, пожалуйста, в комментариях. Но это я отвлекся. Итак, миома. Что это такое? Ну, представьте себе матку как маленький, кругловатый домик, похожий на грушу, построенный из мышц. А миома – это клубочек из мышечных и соединительных волокон, который вырос внутри этого домика. Это доброкачественная опухоль, это не рак. Но ее коварство в том, что она гормонозависимая. Долгие годы бытовал миф, что миомы питаются исключительно эстрогенами. Поймите, это не так.
Этот миф до сих пор живет в головах многих гинекологов, особенно интегративных. И на этом строятся их неверные лечебные тактики. Но современная наука все-таки шагнула далеко вперед, и сегодня мы точно знаем, что главный дирижер роста миомы – это прогестерон. Да, именно тот гормон, за которым вы гоняетесь, за который все привыкли считать гормоном беременности полезным и нужным. Но оказалось, что клетки миомы буквально усыпаны рецепторами к прогестерону. Это их рецепторы, специальные антенны, которые ловят его сигнал и дают команду клеткам делиться и расти. А теперь давайте посмотрим, какие препараты вам чаще всего выписывают, когда есть какие-то вопросы с менструальным циклом. Самый известный – это дюфастон, действующее вещество дидрогестерон, это синтетический аналог, и утрожестан, микронизированный, то есть измельченный до очень крошечных частиц, синтетический прогестерон, синтетический, и тот, и тот. Они оба относятся к одной большой группе – прогестины, то есть вещества, которые имитируют действие вашего родного прогестерона. А теперь сложите 2 плюс 2. Если у женщины есть миома, даже совсем крошечная, о которой она даже и не знает, скорее всего, а мы, врачи, из благих побуждений назначаем ей дополнительную порцию пищи для этой миомы, то что мы делаем? Правильно, мы ее удобряем. Мы создаем идеальные условия для ее роста. Это все равно, что пытаться вывести сорняк на грядке, поливая его лучшим для него удобрением. Результат будет предсказуемый. Это не мои домыслы, это не страшилки, это строгие научные факты. Одним из фундаментальных исследований, перевернувших наши представление о миоме, стала работа группы ученых под руководством Хидеки Исикавы. Все это опубликовано в престижнейшем научном журнале Science еще в 2008 году. Ученые наглядно показали на клеточных моделях, что именно активация рецепторов прогестерону запускает каскад реакций, ведущих к пролиферации, то есть к размножению и делению клеток миомы. Они доказали, что если заблокировать эти рецепторы, рост опухоли останавливается. Понимаете? Позже эти выводы подтвердились в крупных эпидемиологических исследованиях на тысячах женщин. Все это было подтверждено научно. Например, анализ данных знаменитого европейского проспективного исследования EPIC European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition, проведенной группой PAF F. Van der Bosch и опубликованной в American Journal of Epidemiology в 2011 году. Все это показало четкую связь между применением экзогенных, то есть полученных извне прогестинов, и повышенным риском роста миомы матки. Какой же вывод, дорогие зрительницы, дорогие женщины? Назначение дюфастона и утрожестана и их аналогов при наличии миом любого размера – это всегда очень серьезное решение, которое требует взвешивания всех «за» и «против». Всех «за» и «против». Да, конечно, бывают ситуации, когда без них не обойтись. Например, при доказанном дефиците прогестерона и угрозе прерывания беременности. Но в этом случае врач должен честно обсудить с вами, что мы все-таки идем на определенный риск роста узлов. И этот риск оправдан более высокой целью – сохранением ребенка. Но рутинное назначение для поддержки второй фазы цикла или на всякий случай, или для вызова месячных, в кавычках, у женщин с миомой – это с точки зрения доказательной медицины неосторожный и вредный шаг. Вредный. А еще меня удивляет способность некоторых гинекологов назначать синтетический прогестерон, принимать женщинам в первой фазе. В первой фазе. Зачем, если это гормон второй фазы? Именно поэтому у нас в мире, особенно в постсоветском пространстве, миомная эпидемия у женщин репродуктивного возраста. Теперь подумайте.
Кому это выгодно? Дюфастон для нормализации цикла. Доктор, у меня скачет цикл. Мне назначили дюфастон с 16 по 25 день, чтобы его выровнять. Эту фразу как репродуктивный психолог, как врач-натуропат, который помогает вам, женщинам, восстанавливать фертильность, здоровье, плодность без гормонов. Я слышу, наверное, эту фразу каждый день. А теперь давайте разберемся, что на самом деле скрывается за этой, казалось бы, логичной схемой. И почему это не лечение, а иллюзия лечения. Даже больше, это калечение. Что такое здоровый менструальный, полноценный менструальный цикл? Ведь это же не просто регулярные кровянистые выделения раз в 28, 30, 40 дней. Главное событие всего цикла – это его кульминация, это овуляция. Это момент, когда в яичнике созревает фолликул, он лопается, из него выходит готовая к оплодотворению яйцеклетка. Именно после овуляции на месте лопнувшего фолликула образуется желтое тело, которое и начинает вырабатывать ваш собственный, естественный прогестерон. Прогестерон, который подходит именно вам, вашим клеткам. Этот прогестерон готовит слизистую матки, то есть эндометрий, к возможной имплантации оплодотворенного эмбриона. Если беременность не наступает, желтое тело угасает, уровень прогестерона резко падает, эндометрий отторгается, начинается менструация. Вот это вот настоящий физиологичный процесс. А что происходит, когда вы принимаете дюфастон или утрожестан по стандартной схеме? Что происходит? Знаете что? Вы искусственно, извне даете организму гормон. Ваш гипофиз, главный командный центр в мозге, который видит, что прогестерон в крови есть, не дает яичникам команду на овуляцию, если она еще не произошла. Вы покорно пьете таблетки 10 дней, создавая искусственную вторая фаза. Затем вы их бросаете, уровень гормона таблеточного в крови резко падает, матка реагирует на эту резкую отмену кровотечения. Это не менструация, далеко не менструация. Это называется кровотечение отмены. Это искусственно вызванная реакция, которая может произойти даже в том случае, если никакой овуляции в этом цикле не было и в помине. Представьте себе сломанные часы. Вы можете каждый час передвигать вручную стрелки, ставить их на правильное время. Будет ли казаться, что часы работают? Да. Но починили ли вы механизм, чтобы они сами работали? Нет. Вот точно так же и с циклом. Мы создаем лишь видимость порядка, но не лечим причину, по которой весь этот часовой механизм сломался. А в чем, собственно, вред? Слышу ваши вопросы. Ну, смотрите, маскировка истинного диагноза, нерегулярный цикл, аменорея – это не болезнь, это симптом, это сигнал СОС от вашего организма, который говорит, что-то пошло не так. Причин может быть множество. Хронический стресс, как правило, всегда. Дисфункция щитовидной железы, СПКЯ, синдром поликистозных яичников, высокий пролактин, истощение запаса яйцеклеток ближе к 50, проблемы с весом. И пока женщина месяцами или даже годами рисует себе цикл таблетками, настоящая болезнь остается без всякого внимания. Мы теряем драгоценное время, которое могло бы быть потрачено на реальную диагностику, на лечение. А еще это бессмысленность с точки зрения репродукции. Потому что если женщина хочет забеременеть, а у нее нет овуляции, то создание искусственных кровотечений отмены никак не приближает ее к цели. Это дорога в никуда. Это дорога от беременности, а не к ней. Современная гинекология и психотерапия, основанная на доказательствах, призывают врачей действовать иначе. Существует международная классификация причин аномальных маточных кровотечений, предложенная профессором
Малькольмом Монро и принятая ФИГО, то есть Международной Федерацией гинекологии и акушерства. Система Palm-Cohen. Это не просто набор букв, это алгоритм для врача, который заставляет его последовательно искать причину. Полип, аденомиоз, миома, рак – все это структурные причины. Или проблемы со свертываемостью крови, овуляторная дисфункция, у которой есть своя причина, проблемы с эндометрием, ятрогенные, то есть вызванные самим лечением, или вообще неклассифицированные причины, неструктурные или психосоматические. Только найдя причину, мы можем назначать правильное лечение. Но чаще всего причина не находится, и женщина чувствует, что что-то не так. И она ищет, потом приходит ко мне, и мы работаем с управляющим центром ее тела, ее жизни, ее судьбы, то есть с ее головой. А теперь поговорим про еще один препарат, вокруг которого много путаницы. Это фимастон. Сразу скажу, это прекрасный, жизненно важный препарат, но для своей строго определенной аудитории. Фимастон – это менопаузальная гормональная терапия, МГТ или ЗГТ. Он создан для женщин в климактерическом периоде, когда их яичники угасают, перестают вырабатывать собственные эстрогены. Сильный и резкий дефицит этих гормонов у некоторых женщин, приводит к мучительным симптомам, приливам, потливости, бессоннице, сухости слизистых. Фимастон, содержащий и эстрогены, и прогестин, замещает утраченную функцию яичников и некоторым женщинам возвращает качество жизни. Это его честная и благородная миссия. Но, к сожалению, я все чаще сталкиваюсь с попытками использовать этот серьезный инструмент совершенно не по назначению. У молодых женщин, у которых еще есть репродуктивные планы, им назначают фимастон. Ну, например, ситуация. Лечение аменореи, то есть отсутствие менструации. Молодой женщине, например, в 25 лет после стресса пропадают месячные. Вместо того, чтобы начать кропотливый диагностический поиск, а что со стрессом, а что с весом, с питанием, с отношениями, с эмоциональной нагрузками, нет ли изнуряющих тренировок, что, наконец, с гормонами щитовидной железы, что с пролактином, а может быть, пора сделать МРТ гипофиза, а может быть, умер близкий родственник. Без разбора ей назначают фимастон. Что происходит дальше? То же, что и с дюфастоном. На фоне приема таблеток происходит кровотечение отмены. Все делают выдох. Фух, цикл вернулся, хорошо, но это обман. Нет никакого цикла и в помине, хватит врать себе столько лет. Причина аменореи не найдена, не установлена. Мы просто замазали трещину на фасаде, в то время как фундамент дома продолжает разрушаться все сильнее. Ситуация вторая, еще более опасная. Фимастон, чтобы снизить ФСГ, фолликулостимулирующий гормон. ФСГ ФСГ – это гормон гипофиза, который командует яичником. Эй, работайте, давайте растите фолликулы. Если у молодой женщины в анализах обнаруживается высокий ФСГ, это тревожный звоночек, да. Это крик гипофиза, который пытается достучаться до уставших, угасающих или забитых в стрессе яичников. Да, высокий ФСГ у молодой женщины – это прежде всего стресс. Стресс и эмоциональное напряжение, когда она долго живет в режиме выживания. Это не признак преждевременной недостаточности яичников ПНЯ. Это не признак раннего климакса и менопаузы. Нет. И что делают наши интересные гинекологи? Назначают фимастон для снижения ФСГ. И, о чудо, следующий анализ показывает красивую низкую цифру. Женщина и врач рады. Но что же произошло на самом деле? Эстроген из таблеток фимастона по принципу обратной связи сообщил гипофизу: все в порядке, эстрогены в крови есть, не кричи.
успокаивайся, и гипофиз замолкает, перестает вырабатывать ФСГ. Повлияло ли это хоть как-то на сами яичники? Заставило ли это их работать еще лучше? Появились ли в них новые яйцеклетки? Нет, нет, нет и нет. Причина снижения функциональности яичников не устранена. Наоборот, процесс уничтожения фолликулов в яичниках еще больше усилился. Это все равно, что при пожаре разбить датчик дыма. Сирена замолчит, но дом-то продолжит гореть. Более того, создается ложное впечатление, что все хорошо, благополучно. Женщина может упустить драгоценное время, когда еще можно было успеть, например, взять ее яйцеклетки для программы ЭКО и сохранить шанс на генетическое материнство. Международные классические рекомендации, например, гайдлайн Европейского общества репродукции человека и эмбриологии по ведению пациенток с преждевременным недостаточностью яичников под руководством доктора Луизы Вебер в 2016 году черным по белому пишут: цель заместительной гормональной терапии фемостоном у женщин, у которых нет никаких репродуктивных планов, это замещение дефицита гормонов при сильных проявлениях климактерического синдрома. Это не косметическое улучшение анализов, например, снижение ФСГ и улучшение МГ. Это не продление молодости, это не восстановление цикла, это не для деторождения, поймите. В качестве рекламы скажу, у меня есть недорогой, но очень нужный вам мастер-класс по мягкому снижению ФСГ и улучшению АМГ без гормонов с помощью натуральных способов. Получить его вы можете по ссылке. Уже много женщин восстановили свое здоровье, пройдя этот мастер-класс. Ну и финальные мысли. Ваш главный союзник – это вы сами. Я рассказал вам все это не для того, чтобы вы боялись гормонов и врачей. Я рассказал это, чтобы вы почувствовали свою силу, силу знания. Гормональная терапия – это великое достижение медицины, да, но ее назначение должно строиться на 3 китах доказательной медицины. Четкие показания, первое. Мы должны точно понимать, зачем мы назначаем этот препарат. Не для восстановления цикла, нет. Например, а для лечения овуляторной дисфункции, вызванной СПКЯ. Не для поддержки, а для восполнения доказанного дефицита прогестерона. Второе – это индивидуальная оценка соотношения пользы и риска. Нет 2 одинаковых женщин. То, что идеально подойдет одной, может навредить другой. Врач обязан взвесить все риски. Наличие миомы, тромбозы в анамнезе и у родственников тоже, заболевание печени, эмоциональное состояние. И соотнести их с ожидаемой пользой именно для вас. И третье – лечение причины, а не следствия. Наша цель – починить сломанные механизмы, а не просто заставить стрелки часов показывать правильное время пальчиком. Центр управления всем этим механизмом находится в голове. Именно этим я и занимаюсь. Поэтому, пожалуйста, не бойтесь быть неудобной пациенткой для гинекологов. Задавайте вопросы своим гинекологам, репродуктологам, сомневайтесь в ответах. Доктор, объясните, пожалуйста, какую именно проблему мы решаем этим гормональным препаратом? Доктор, почему вы считаете, что мне нужен именно он? А есть ли, доктор, скажите, а есть ли какие-то альтернативные пути, не гормоны? А какие могут быть риски в моем конкретном случае? А кто несет ответственность за эти риски? А на основании каких анализов и исследований вы делаете это назначение? Грамотный, современный врач всегда с уважением и спокойствием отнесется к вашему желанию понять и будет вашим партнером в лечении. Ваше тело – это ваша ответственность, поймите. Никто, кроме вас, не заинтересован в вашем здоровье так сильно, как вы. Не доверяйте слепо советам с форумов. Не лечитесь по схемам подруг или из видео из Ютуба. Ищите своего врача, которому вы сможете доверять, и становитесь активным
информированным участником на пути к своему женскому здоровью и благополучию. Берегите себя, будьте здоровы, будьте счастливы. Я говорю вам спасибо, что посмотрели это видео до конца. Подпишитесь на мой канал, мне будет очень приятно. Напишите позитивный комментарий. Так вы выразите свое внутреннее намерение быть здоровой. И я, как всегда, желаю вам счастья. Всегда ваш доктор Павел Сапего.